Сегодня мы с вами приготовим домашний маршмеллоу. Для этого нам понадобится 440 грамм сахара, 20 грамм желатина, 20 мл лимонного сока и 240 мл воды. Заливаем желатин 120 мл воды. Хорошо размешиваем и оставляем его набухать. Форму, в которой будет застывать наш маршмеллоу, покрываем пленкой и хорошенько смазываем растительным маслом. В 440 грамм сахара зальем 120 мл воды. Поставим на медленный огонь и сварим сахарный сироп. Ну вот, наш желатин разбух. Отправляем его растапливаться на водяную баню. Выливаем наш растопленный желатин в крупную миску. Начинаем взбивать и понемногу добавляем сахарный сироп. Взбиваем сахарный сироп с желатином в тугую пену. Немного красителя. Осталось только хорошо перемешать. Выкладываем получившуюся массу в форму. Вы только посмотрите, насколько она тягучая. Немного подровняем, накроем пищевой пленкой и отправим в холодильник минимум на 4 часа. Перед тем, как достать маршмеллоу из холодильника, приготовим разделочную доску. В мелкое ситечко насыпем 1 ложку сахарной пудры и пол-ложки крахмала. Такой смесью слегка посыпем доску. Переворачиваем форму с маршмеллоу. И теперь с большим трудом отделяем пленку. Несмотря на то, что мы пленку смазали растительным маслом, отделяется она достаточно сложно. Слегка присыпаем крахмально-пудренной смесью и приступаем к нарезке. Края среза обмакиваем в пудру с крахмалом. Теперь нарезаем кубиками. Снова немного пудры с крахмалом и хорошенько перемешиваем. Готово! Вы только посмотрите, какие они воздушные и мягкие получились. При сильном нажатии он полностью возвращается в предыдущую форму. Прекрасное лакомство для детей из простейших ингредиентов. Всем приятного аппетита!